Приветствую тебя, дорогой зритель. Видео выходит 31 декабря, поэтому сразу пожелаю всем крепкого здоровья и побольше радости в жизни. Никогда бы не подумал, что на наш век выпадет эпидемия коронавируса, но надеюсь, что так или иначе она пройдет. А теперь вернемся к теме ролика. Ранее в видео с обзором на консоль Nintendo Switch я упомянул, что у меня теперь две консоли и обещал рассказать зачем. Так вот, данное видео будет посвящено моей второй консоли Nintendo Switch, которая прошита, а также она является консолью второй ревизии. Я вам расскажу, почему я купил прошитую консоль, коротко расскажу о способах прошивки, возможности прошитой консоли, а также плюсы и минусы. Видео разделено на подразделы, ты смело можешь переключаться по каждому из них. Ну а самой большей благодарностью для меня будут лайк и подписка на канал. Предвидя комментарии от некоторых личностей, скажу сразу, что я не поддерживаю ни в коем образе пиратство и все его проявления, и видео создано исключительно с информативной точки зрения. История моей покупки прошитой консоли начинается во времена, когда я читал журнал «Игромания», и вместе с ней шел диск, на котором в свое время был записан клиент игры Ragnarok Online, в которую я задротил очень много времени. В 2018 году на Switch выходит игра Octopus Traveler, которая приглянулась мне аналогичной стилистикой 2D, совмещенной с 3D. К сожалению, как это зачастую бывает, русского перевода в игру не завезли, а браться за нее на английском не было никакого желания. Да даже не желания, а тупо моего уровня английского недостаточно для игры фэнтези. Игру мне хотелось пройти именно на Switch, поэтому я начал изучать этот вопрос и нашел переведенную игру на торренте, вместе с множеством других переведенных игр, которые разработчики не завезли перевод. Вот скажите мне, почему во всех версиях игры Bioshock Infinite есть русский язык, кроме Switch'а? Зачем нам вообще подразделение Nintendo Russia, если они не могут банально посодействовать выпуске переведенных игр на Switch? Это было небольшое лирическое отступление, но в конечном итоге я тупо купил уже прошитую консоль, потому что мы с другом не решились прошивать самостоятельно. Совсем коротко о способах прошивки. На данный момент времени существует два способа прошивки. Это программный и физический. Для программного способа у вас должна быть консоль определенной ревизии с уязвимостью. Легко проверить это можно по серийному номеру, зачастую в Российской Федерации Nintendo не очень популярна, и в магазинах электроники еще завалялись консоли с уязвимостями. Консоли второй ревизии и Switch Lite прошиваются исключительно физическим способом с припайкой чипа к плате. Вся проблема заключается в сложности, в том, что консоль не очень большая и требуется достаточно хороший скилл для ее прошивки. Как я уже отметил ранее, чтобы не мучиться, я купил вторую ревизию с чипом SX-OS. И да, это именно те разработчики, которых недавно поймали и сейчас судят. Сейчас на различных досках объявлений полно вариантов уже готовых консолей по стоимости. Это обходится дороже, чем сама консоль, на сумму чипа в районе $70 и $25 за пайку. Ну и конечно же плюс карта памяти, которую вы так или иначе будете покупать. Мой опыт использования достаточно банален. Я поставил желаемую игру Octopus Traveler и в нее играл. Поначалу были проблемы с перезагрузками, с быстрой разрядкой аккумулятора, но впоследствии я понял, в чем может быть причина и как нужно обращаться с приставкой с прошивкой. Скажу сразу, что это немного отличается от обычного использования. Например, лично у меня при включенном Wi-Fi консоль съедала 80% аккумулятора, поэтому приходилось его отключать, или же вместо альбома запускается информация о прошивке и прочие приложения, что в целом мелочи, но все же отличается от привычного использования, к которому я привык. Сейчас какого-то дискомфорта я не получаю. Помимо стандартной функции этой игры, на прошитой консоли можно читать книги, смотреть кино, кто-то даже умудряется накатить Android. Также можно дополнительно помимо прошитой версии поставить параллельную официальную и при включении выбирать одну из них. Но этот метод достаточно опасен и можно получить бан. Также можно поставить эмуляторы и других приставок, например, великолепнейший PlayStation Portable или PS1. И не так давно народные умельцы научились устанавливать игры, которые вообще не выходили на приставки. Одним из таких примеров является игра от Rockstar, которая почему-то игнорирует приставку. Сейчас доступны GTA 3 и GTA Vice City. Я с большой надеждой жду прекрасно, на мой взгляд, Булли и Макса Пейна. Также, помимо переводов, вы можете устанавливать модификацию улучшения для какой-либо конкретной игры. Так, в Little Nightmare, хоть и ее достаточно хорошо портировали, и идет она с настройками ультра, можно убрать излишнюю зернистость и мыльность. Прошивка открывает большие возможности, но, к сожалению, есть и минусы, поэтому давайте сперва я пройдусь по основным минусам, а закончим мы плюсами. Минус первый. Можно получить бан и сделать из консоли кирпич, так как Nintendo очень ревностно относится к своей продукции, то превратить консоль в кирпич всегда есть шансы. Да-да, многие могут сказать, что если ты используешь способы защиты от этого, то ничего не произойдет. Но нет никакой гарантии абсолютно того, что они специально не сольют в сеть какую-либо новую Зельду, настроят в ней рандомный таймер бана консоли и разом превратят в кирпич все консоли, которые когда-либо прошивались. Минус второй.
Первый – отсутствие нормального онлайна. Данный минус напрямую связан с первым. Если вы попробуете поиграть в онлайн на шитой консоли, то вероятность бана возрастает. Конечно, пираты пытаются и на это найти выход, какие-то отдельные сервера, примочки, но все это скорее какие-то костыли, чем нормальная игра. Лично для меня этот минус не был критичен, потому что я, может, только спустя 1,5 года поиграл в онлайне, потому что мне, в свою очередь, подарили Mario Maker 2 с промокодом на онлайн-подписку на год. Будь смеяться, но в основном я играл в онлайн Tetris. Для тех, кто не знает, это PUBG в мире Тетриса. Минус третий, достаточно неочевидный, это огромное количество разнообразных игр, которые ты можешь установить. Да-да, вы не ослышались. Как пел вокально-инструментальный ансамбль The Hatters, мы захлебнулись в нами же добытой свободе. Когда выбора очень много, и ты можешь получить абсолютно любую игру по клику мыши, то качество этого выбора падает. Если раньше ты покупал и выбирал одну игру раз в месяц, потому что они дорого стоят, то сейчас ты можешь скачать 10 игр, но ни в одну из них нормально не играть. Я уверен, что есть даже психологическое объяснение этому, но на мой взгляд все это ведет к какой-то игровой импотенции. С основным минусом закончили, теперь давайте перейдем к плюсам. Первый плюс, на мой взгляд, это возможность установить русский язык и прочие модификации на игры, которые разработчики почему-то решили не добавлять. Таким образом появляется своеобразная гибкость. Второй плюс – это возможность расширить возможности консоли. Простите уж за тавтологию. Хотите, читайте книги, смотреть фильмы или же ставьте эмулятор. Третий и, наверное, основной и жирный плюс – это то, что прошитая консоль действительно экономит деньги. Пройдя на ней 10 игр, вы полностью отобьете ее стоимость. Кто-то может сказать, что, например, в Ring Fit ты уже не поиграешь, но не стоит забывать про AliExpress, на котором можно найти и аксессуары к Ring Fit, а также Nintendo Labo за достаточно скромные деньги. Ко всему этому, стоимость прошитой консоли скорее будет только возрастать, потому что не так давно поймали разработчиков чипов SXOS и, собственно, поставки чипов уже прекратились. Но свято место пуст не бывает, поэтому точно через какое-то время появятся новые чипы, либо какие-то новые способы прошивки. И каковы же итоги? На данный момент времени связка официальная консоль и пиратская для меня просто идеальна, потому что я спокойно могу играть в онлайне, а также спокойно могу проходить какую-либо игру, в которую забыли засунуть русский язык, или же оптимизацию производительности. На этом я завершаю выпуск в выходящем 2020 году. И я безмерно благодарен тому, что вы поддержали мое возвращение на YouTube в этом уходящем году. В комментариях готов, как всегда, ответить на все ваши вопросы и предложения. До новых встреч в новом году!